Всем огромный привет! Светит яркое солнце, весна, а я нахожусь в городе Минск. И это видео будет об этом прекрасном городе. Прилетел я в Минск на самолете в международный аэропорт. Беларусь меня встретила отличной погодой, светило яркое солнышко, но было немного морозненько. Я вызвал Яндекс.Такси и направился в гостиницу. Ну что ж, я заселился в гостиницу, путь пройден. Остановился я в гостинице «Юбилейная», она находится в центре города. Ну и по традиции небольшой обзор номера. Как вы видите, здесь есть кресло, огромнейшая кровать, но это две вместе поставленные кровати. Идет стол для работы, как раз я уже туда комп свой поставил. ЖК-телевизор, традиционно небольшой холодильничек. В принципе, номер без помпезности, но мне как раз для такой нужен. Мне тут надо только переночевать и немного вечером поработать. Фактически я здесь и сидеть-то не буду. Ну и по ванне тоже все стандартно, все есть. Фен есть, шампунь есть, мыло есть, полотенцев дофигища, душевая кабина и вот такая кипа полотенец. Ну и в очередной раз мне повезло с шикарным видом. Ну и вот такая красота видна из окна. По сути, вот впереди как раз таки прям старая часть города. Я думаю, мы туда сходим, прогуляемся. Перед окончательным отдыхом я решил перекусить. И мне повезло, рядом с этой гостиницей находится одно из лучших заведений в Минске под названием «Трактир на Парковой». Здесь готовят традиционную славянскую кухню и знаменитые белорусские драники. Ресторан выполнен в древнеславянском стиле. Я очень долго листал меню и определился со своими блюдами. Первым делом я заказал себе салат осенний с грибами и птицей. Ну а на основное блюдо я заказал сковородку с драниками вместе с вкуснейшей свининой и грибочками.
Очень рекомендую данный трактир, друзья. Я локацию оставлю. Если будете в Минске, то обязательно сходите. Порции капец здоровые, я не доел, и очень-очень вкусно. То есть тут такая традиционная белорусская кухня. Ну что ж, друзья, сегодня как раз таки мы с вами и погуляем по городу Минск. Погода сегодня отличная, ясная погода, где-то плюс 6 градусов, поэтому будет время вечерком сейчас у меня прогуляться. Сейчас время 5 часов, уже 6 час, поэтому с вами отправляемся на прогулку. Сейчас я, сначала сгоняю на почту у жены, потому что есть родные в Беларуси. Вот, и мы решили, что так будет оптимальнее отправить посылку, что я прилечу сюда и отправлю им по местной почте посылку, так она дойдет быстрее. Ну и по пути, может, что интересное у нас будет, какая-нибудь локация, заодно и посмотрим. Что ж, друзья, вот первая локация, мемориальный комплекс Яма. Мемориал Яма расположен в Минске и посвящен жертвам Холокоста. Здесь 2 марта 1942 года нацистами было расстреляно около 5000 узников Минского гетто. Обелиск установлен в 1947 году. Это был первый памятник жертвам Холокоста в СССР, на котором было разрешено сделать надпись на идиш. В 2000 году установлена бронзовая скульптура композиция «Последний путь», расположенная вдоль ступенек, ведущих к центру мемориала, и представляющая собой группу обреченных мучеников. Ну а теперь будет прогулка по набережной реки Свислочь. Очень длинная набережная, очень много птиц. Река Свислочь — единственная речка, украшающая белорусскую столицу, придающая этому городу неповторимый местный колорит. В черте города река течет на участке в 22 километра. В конце 19 и начале 20 веков Свислочь являлся источником льда, применяемого для сохранения продуктов, и городской управой проводились даже торги на право рубки данного льда. Одел, друзья, шапку, потому как стало уже холодать, уже вечер, около 6 вечера. Соответственно, уже не буду я рисковать, потому как все равно еще на рыбалке ходить. Вот так вот и прогуливаюсь. Народу не очень много. Все-таки рабочая неделя, наверное, из-за этого. Хотя время уже 6 вечера. Ну а мы сейчас с вами продвигаемся в Парк Победы, посмотрим, что там есть. В прошлый раз, когда я был в Минске, я туда не успел добраться. Конечно же, сам музей, который находится недалеко, тоже закрыт.
Он работает до 6 вечера. Я уже, друзья, скучаю. Такой запах воды стоит. Вот этот вот классический речной запах. Здесь вот река гораздо шире, чем в тех краях. Но вот рыбаков я не вижу. Хотя вроде бы здесь рыба водится. И чуть далее от нас, сейчас я туда дойду, небольшая дамба. Сегодня пока ездил, белорусы рассказали, что зима у них была очень лютая. До минус 30 мороза, снега очень много было. То есть для них это вообще непривычно, потому как прошлые 2 зимы у них были прям лайтовые, снег почти даже не лежал, и постоянно практически плюс был. Но вот так вот и к ним эта суровая зима тоже добралась в этот сезон. Как всегда, в поездках за границей я использую карты Maps.me. Всем рекомендую. Они скачиваются определенный регион, и вы без интернета, без трафика ими пользуетесь. Также по сотовой связи, как я уже говорил, если помните, я использую электронную сим-карту Dream Sim. У них также есть физические сим-карты. Очень выгодные тарифы, так что можете ссылки в описании пройти и посмотреть. Ну и вот мы подходим. На карте это место указано как типа водопад. Ну, как видите, тут такое бурное течение. Шлюзы стоят. Вот так вот. По идее должна рыба тусоваться, кислородом богатая область водоема. Ну и сейчас с вами поднимемся и посмотрим с той стороны, как обстоят дела. Я так предполагаю, что там еще лед. Ну, собственно, как я и говорил, здесь большая часть водоема еще во льду. Но он уже, наверное, уже такой опасненький ледок. Даже здесь, в Беларуси, еще до сих пор лед стоит. Что уж говорить про нашу область. Оп. И утка со льда на жидкую воду. Парк Победы открыли в 1945 году. Украшение парка – искусственное Комсомольское озеро, образованное плотиной на реке Свислочь. Сейчас прогуливаюсь вот по такой аллее. Если было лето, было бы прекрасно видно фонтаны. Ну, конечно же, они сейчас не работают. Но тут есть что вам показать. Сейчас подойдем к Триумфальной арке скоро. Ну и плюс сам музей. Надеюсь, может быть, перед вылетом я туда попаду все-таки. Последний день, когда я буду в Минске. Вот, у меня будет часочек перед вылетом. Парочку. И я надеюсь туда попасть. Кстати, в этой поездке у меня эксперимент. Я первый раз не снимаю наличные. И, в принципе, везде плачу картой. Причем в Беларуси сравнительно недавно появился Apple Pay. Соответственно, везде часами или телефоном оплачиваю без проблем, что стало очень удобно. В любых супермаркетах, в любых розничных точках есть бесконтактная оплата. Ну и вот она, Триумфальная арка, как бы с этой стороны, как вы видите, она не очень такая симпотная, так скажем. Сейчас я ее обойду и с той стороны покажу. Ну и вот там сам музей находится и стелла Победы. В 1985 году установили монументальный комплекс Минск, город-герой, в честь присвоения столице в 1974 году звания города-героя. Культурная композиция прощания символизирует прощание девушки с солдатом, который уходит на фронт. Стелла высотой 45 метров была открыта в 1985 году. На ее вершине установлена звезда города-героя, а у подножия расположена доска с указом о присвоении Минску звания города-героя.
Ну что ж, сегодня прогулка уже подходит к концу, но видео продолжается, так что не переключайтесь, смотрим дальше. Короче, в торговом центре решил покушать. Там Чао кафешка называется. И здесь прикол. Дается вот такой пульт. И он завибрирует. Значит, блюдо готово. Прикольно. Я такой первый раз вижу. Может, в Москве, конечно, есть. Но у нас такого нет. Ну и вот такая большая порция. Рис с курицей. Просто огромнейшая порция. Стоимость 12 белорусских рублей. Ну все, я кушать. В один из них я посетил Комаровский рынок. Это центральный рынок города Минска. Обилие ассортимента различных продуктов поражает. Но нужно отметить, что цены на данном рынке традиционно завышены. Во время моего посещения был уже открыт и сезонный рынок, где в основном продавались овощи и фрукты. Друзья, всем привет еще раз. Еще очередная прогулка. Вечер номер 2. И сейчас я хочу тоже в красивое местечко сходить, заодно вам показать. Ну, а идем мы с вами в район Верхнего города, в одну из главных достопримечательностей города Минск. Самое сердце белорусской столицы по праву занимает Верхний город. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей города Минск. Когда ты подходишь к данной части города, в глаза сразу же бросается кафедральный собор Сошествия Святого Духа. Это главный храм Белорусской Русской Православной Церкви. История собора начинается в 1633 году. В соборе есть чудотворная минская икона Божьей Матери, обретенная минчанами в 1500 году. Здесь же, среди множества мощей, находятся нетленные мощи святой Софии Слуцкой, внучки Анастасии Слуцкой. На сегодняшний момент эта часть города считается одной из самых загадочных и удивительных. Здесь можно встретить архитектурные памятники разных исторических эпох и стилей. Постройки в стиле барокко, классицизма и модерна. Все это представлено буквально на каждом шагу. В средние века каждый житель Минска имел право обратиться в городскую ратушу, если считал, что его обманули и продали меньший вес товара. Этому и посвящен данный памятник. В центре под крышей, символизирующей ратушу, установлены небольшие фигурки горожанина, купца и представителя ратуши, взвешивающих товар на городских весах.
Ну что ж, друзья, на этом я с вами попрощаюсь. Влог из Минска, прекрасного Минска, заканчивается. Всем пока, подписывайтесь на канал, дальше будет интересней. Всем удачи!